Саныч, ты как человек, застрявший между двух эпох буквально, да, как из того века еще. Вот это застрявший пугает. Ну, собственно, я за то, что ты все-таки опытный. Скажи, пожалуйста, вот с высоты прожитых и от татуированных лет, ты как считаешь, что модно сегодня в татуировке? Вот модно именно, да. Слушай, я вот только что из Израиля вернулся, и там как раз с другаликом, с татуировщиком общались, и говорю, что делают? Он говорит, ну я в таком месте сижу, что браслет Маури они там называют, да. Бесконечность и сердечко. Я такой, в России тоже это очень популярно, но вот у нас в студии такого дерьма практически не делается. Да. То есть вот, и поэтому мне очень сложно о моде судить. Я более-менее, знаешь, там могу шарить, что ага, вот там трэш-полька какой-то период модная была, потом там акварелька стала, но какого-то доминирующего направления я бы не выделил. Ну, все, опять же, зависит от мастеров, которые работают. К одному на одно идут. То есть вот у каждого своя мода. Ну, то есть ты считаешь, что в России так, основного движения там, какого-то? Сейчас, наверное, знаешь, последние несколько лет я какую-то абсолютно долбоебскую моду на дебильные татухи вижу. Там, видимо, фейс обсмотрелись, там, не знаю, еще там... Ну, фейс еще тот двигатель моды. Это да. Опять же, я вот периодически шокирован, бываю, несмотря на то, что вроде как вот привычен ко всей этой движухе, сам в ней варюсь. Но, блин, приезжаю в парк с семьей погулять, и я когда вижу там 14-15-летних просто в трэш забитых, там, ёпт, я до сих пор к этому привыкнуть не могу. А что у них там модно уже, это вообще остается только догадываться. Не хочется показаться зрителю, что мы здесь брюджим сейчас. Но, мне кажется, действительно, доля правды в твоих словах есть, и что-то вечное, что-то модное, да, и вот мода это действительно... Ну, каждый в своей кастрюле варится, и вот я, допустим, за пределами своего мирка мало что вижу, мало что знаю, как-то весь в своей движухе. Ну, так или иначе, есть сейчас такая... В Россию тоже пришла несколько лет назад, что у татуировщиков есть свои там модели, да, татуировочные, всякие там телочки голожопые и так далее. А когда их не было... Да, вот. Но у тебя есть, можно сказать, своя тату-модель, да, это... Это случайность, я тут не виноват. Ну, тот самый распрекрасный Эммануил Генрих, да, можно его... Эммануэль — это его фамилия. Тем более. Тем более, да, можно считать его твоей тату-моделью? Да, можно, конечно. Он представляет твои работы, является вот... Не, ну условно, да, он шарится по куче тату-студии, он общается с хреновой тучей татуировщиков, он тем или иным образом как бы демонстрирует мои работы какие-то. Но я думаю, что интерес скорее к нему как к личности, чем вот там, ой, да, работы Саныча поразглядываю. Это же нахер никому не надо. О, дед татуированный пришел там. Но когда он к тебе приходит, ты уже продолжаешь испытывать радость или типа опять этот дед пришел? Слушай, ну по-разному на самом деле. Недавно с ним вот такая непонятка была, что что-то там какие-то слегка недовольные комментарии какие-то начали от него проскакивать. Там, появляться здесь в студии практически перестал. Ну я что-то там, Ген, там, что, у тебя нормально все? Что-то давно тебя не видел. Да я вот как не приду, чувствую, что, мол, я не к огороду, мол, что-то вы как-то херово ко мне относитесь, что ли. Я, Ген, ну ты последние 5 раз заходил, мы тут в таком раздрае, просто разгар рабочего дня, все в ахуе, там как бы, или там конец недели уже такой высушенный. Короче, пообщались, вроде опять нормально. Теперь как в старе. Ну, сегодня вот только был, весь на шутках-прибаутках. Поэтому по-разному. Но мы с ним знакомы с какого? С 2005, по-моему, года. И, в общем-то, за 10 лет можно заебать друг друга прям как надо. Но, видимо, еще не заебали. Ну, типа того, да. А твой контингент — это ведь не только взрослые мужчины, назовем их так, да? Наверное, и другой есть какой-то социальный слой. Не, в основном вот как бы обычные, достаточно взрослые мужики. Как бы От скольки лет? Да хрен знает. Не, на самом деле и это, постстуденческий возраст тоже там периодически забегает, но в основном там что-нибудь там 35, там 40 лет, вот это какая-то моя основная аудитория. Ну, то есть мой возраст или около моего возраста, там чуть старше максимум. Окей. Тогда вернемся все-таки к молодому поколению, и когда ты еще был молод, я тут
вспомнил. Мы были да, когда мы были молодыми. молодыми, я вспомнил, точнее, эта музыка играет у меня вообще на подкорке всегда. Та самая песня «Бей татухи, забивай ноги и руки». Да, это друг мой писал. Да, это клип еще есть, в котором Да. ты мелькаешь. И клип, он, по-моему, если не ошибаюсь, начала 2000-х годов. Песня вот Что-то типа того. что-то Не, такое. середина, ближе к концу даже, на самом Ну вот, деле. да. И там, значит, кадры следующие, что какая-то студия в дыму, там пляшут какие-то Это девицы. наша студия. Да, вот. И, значит, вот этот швед поет песню про татухи. Вот этот антураж, который был снят, я понимаю, что это все-таки такое показушное. Многим кажется, что так и было в те года. Вот так и было, Не, или блин, на это ушах прикол? ходили. В первом «Магнуме» такой бедлам творился. Это, я думаю, может быть, имеет смысл больше тет-а-тет рассказать. Там приколишься, понимаешь? Ну, как бы, вот прям первый «Магнум» это был полноценный андеграунд, полупритон. То есть, вот там хардкор такой творился. Клиенты все, когда прочухали разнузданность движухи, там на самом деле... Я не знаю, мы в 12 дня начинали работать, там первый пришел такой: чуваки, я с собой ГШШ припер, не дунем? Ну, давай, что там. Второй приходит: а у меня шишки с собой есть. Опять пошли курить. Там третий приходит: а я тоже гидры цепанул. В конечном итоге вся студия в дыму, блин, все клиенты в хлам, понимаешь, и при этом татухи делаются, все То есть, нормально. по сути, движ идет. клип был снят лайвом, без Что-то около постановы. того, да. Было очень много нагастых девочек вокруг, там все такое. Потом уже все семьями обзавелись, такие серьезными стали. Ну, Так там все было нарядно и весело. А вы вообще поддерживаете связь? Я знаю, что он татуирует, это человек, который пел. И... Да, у него, это один из моих лучших друзей, у него своя студия в Рязани, и как бы тоже все нормально, и все в теме. А как у него с рэп-карьерой? Ну, она так подзавершилась, он сейчас больше в хардкоре, в рага. То есть музыку. Музыку, да. Там все Если он тебя позовет в рага-клипе сняться, ты... А я много у него уже в клипах снимался, на самом ты уже деле. заявленный артист. Окей. Не, ну а кого на бэкграунд вот зовут там кореша, ай да, там я сегодня клип снимаю, там бук, все сбежались и там такие, там все круто, там человек 50 в кадре. Вот у меня ощущение, что я разговариваю с парнем, которому 18 лет, да, хотя я вижу, что ты не слишком 18-летний. Я Вот стараюсь скажи, не стареть. молодишься, да, хорошо. То, что сейчас происходит вот, в Magnum Tattoo, я не вижу здесь длинноногих голожопых девиц, нету накуренных чуваков, Более движа. того скажу, как только я женился, у меня практически перестали клиентки приходить. Я такой: жена, типа, что за фигня? Она: я к этому отношения не имею. Хотя сама ведет твою запись, видимо. Но я к тому, что жалеешь ли ты о том времени или наоборот Не, сейчас ну я лучше с ностальгией вспоминаю, конечно, но сейчас меня периодически подмывает немножко вернуть в Магнуме то время, потому что последние годы, как вот вообще в нашей движухе, так и конкретно в рамках своей студии, меня подзадолбало вот это вот. Все такие, знаешь, это на умниках, там, Да. трезвые такие все, матом никто не ругается, в студии даже мы штрафовали за мат, то есть там чаю не хотите. Ёпта, заходи, что, наколку хочешь? Ну, то есть вот тех времен немножко хочется, и хочется уже обратно нашу тату-культуру, ее пестовали последние десятилетия, там, 2 десятилетия в сторону культуры, цивилизации, там, как творчество, ну, какие-то самые благостные понятия. Но пришли, по сути, к причесанным барбершопам, блин, и сейчас татуировщик это, ну, как бы такой же чмо, как парикмахер, я не знаю. Я не хочу обидеть парикмахеров там, но вы сами понимаете, о каком уровне движухи речь ведется. А татуировщик все-таки он должен быть таким, типа, чё? Более брутальным, чем Да, а парикмахер. это сейчас щеглы такие, там что, татуировочку, да, я великолепный художник, там, я закончил там то, все великолепные художники, реально, это круто, но уже нету такой харизмы, вот этой вот хулиганской немножко, ее очень не хватает. И клиенты это все тоже замечают. Потому что раньше в такой движняк приходили, знаешь, вот человек не только татуировкой начинал увлекаться, он начинал увлекаться движухой, он приходил как в клуб потусить, пообщаться, вот это вот все. А сейчас, ну, максимум, ну, татуху сделал там, ну, как бы. Или машинку купил. Ну, типа, купил машинку, уже татуировщик. Да, уже татуировщик. Неважно, кто ты, что ты. Но, не, купил машинку мало, надо еще паблик какой-нибудь прочитать, и все, теперь ты татуировщик. Кстати, насчет пабликов, да, я смотрю, ты на волне, и это похвально, потому что есть у тебя YouTube-канал, как говорит молодежь,
YouTube канал. Да. Тап-тап-тап. И он как бы не самый последний, потому что если так сравнить с теми татуировочными каналами, которые сейчас существуют в Рутюбе, это правильно говорить, да? Ну не, YouTube, это YouTube, Рутуб. Достаточно большой у вас контингент, аудитория большая, там 25 тысяч, по-моему, подписчиков. Ну, что-то типа того, да. Да. Это вообще зачем? Это на волне быть или вот что это вообще? Нет, это какая-то сначала внутренняя потребность была, как сказать. Я начинал татуировать тогда, когда интернет был диалаповый преимущественно. Инфы никакой не было. То есть единственный путь у меня для развития был это знакомиться со всеми окружающими татуировщиками. То есть в Рязани это все происходило. Естественно, я там, а кто наколки в город делает? Ну, тот-то. Там, перезнакомился с ними, там, общаться как-то, знания получать. Сейчас есть интернет, мощнейшие медийные рычаги для развития культуры, я не знаю, там, я не могу сказать, что я там несу вот это вот знамя там, вытягивания нашей культуры из жопы, но хотя бы, чтобы люди не набивали те шишки, которые я себе вынужден был набивать. Они от этого умнее не станут. То есть долбоеб-портачник, который меня смотрит, он таким же долбоебом-портачником и останется, независимо от моих выпусков. Понимаешь? А человек, который пытливый разум которого пытается найти знания, он их, может быть, там получит. То есть это просветительская деятельность? Да, просветительская. Ну, знаешь, как мне хотелось сделать просто что-то полезное. А сейчас, насколько я понимаю, у вас несколько направлений есть. Вот в съемке, да? То есть есть какой-то лайв студийный. Ну, да. Есть обзоры машинок. Что-то еще? Да, по сути, там продукт так претерпевает какие-то изменения, но все сводится, будни прежде всего, это как бы показ движухи студии, это больше ориентировано на просто людей, нет татуировщиков. А вот обзоры, потом ответы на вопросы были, это уже, конечно, более профессиональные тематчи, это я для татуировщиков непосредственно делаю. А что-то в будущем, вот есть какие-то мысли, направления? Вот, завязать с этим нахрен. Почему? А не знаю, удовольствия уже того не получаю, уже взгляд замылился, знаешь, да, периодически там почитаешь какой-нибудь там хай в соцсетях, думаешь, нахер я в это лезу, зачем мне это надо? Просто сиди спокойно, делай татухи, наслаждайся жизнью. Чем там, знаешь, выложил какой-нибудь обзор, прочитал там какие-то положительные комментарии, и тут какой-нибудь там очень негодяй, умный, да, там вписал в это. Да, у него тоже должно быть право на свое мнение, там все такое, но хоть какое-то уважение у людей должно же быть. Сейчас в интернете все же стали, он прямолинейный, а на самом деле он просто хамло. Да. Это не прямолинейность, вот как бы люди путают эти понятия. Ну, ты тоже уж близко к сердцу не принимай. Я уверен, что под видосами, даже под этим видосом, наверняка кто-то напишет «два ублюдка» и так далее. По-любому, да. Не, а там к этому нельзя привыкнуть, понимаешь? К этому можно научиться чуть ровнее относиться, но все равно каждый раз все-таки переживаешь, как аудитория воспримет ту или иную движуху. Так или иначе, может быть, нас воспитывали по-другому, но, на мой взгляд, это невежливо и некрасиво. С другой стороны, тоже везде важна гармония. Вот это как бы мои личные какие-то суждения, что нельзя быть хамом, но и нельзя быть слишком вот нарочито воспитанным, потому что это тоже начинает обижать и оскорблять людей. Когда, знаешь, человек излишне интеллектуален, излишне вот это вот там жеманен, там, где это нахер не надо. Знаешь, и вот середочки как раз вот зачастую люди не ловят. Либо вот он прям супер прямолинеен, либо он настолько вежлив, что думаешь, ну где он меня наебывает. Лукавит. Вот, окей, тогда чтобы не больше лукавить. Вот, открытая, честная серединка какого-то вот нормального общения. Человеческого. Да. Тогда давай по-человечески, чтобы не лукавить. Назови, на твой взгляд, вот сейчас 3 самых техничных татуиров в России. Ну, после тебя, естественно. Ты знаешь, не назову. Ну вот, во-первых, не лукавь, давай. Во-первых, я практически перестал запоминать имена, фамилии, там вот, ну, прикольные работы.
но не более того. Конечно же, я знаю там таких грандов, там, как, я не знаю, Рябова, там, Гаевская, кто еще там, Фоминых Илья. Ну, то есть они все мимо меня бесследно не проходят. Я, конечно, там посматриваю их работы. Но вот выделять кого-то, я могу выделить только то, что стало очень дохренище крутых художников в нашей среде. И они очень многие технично колят. Ну, кто тебе Ну а нравится? там уже в зависимости от как бы, уровня своего педантизма. Да Кто тебе много кто нравится из нравится, иллюстраторов? много кто нравится. Я реально, я даже уже не пытаюсь запоминать калейдоскоп имен, фамилий, вот эта новостная лента как идет. Сейчас же обесценивание произошло всего этого. Если раньше татуировщику попал в руки журнал там Да. «Татуаж» какой-нибудь годичной давности, но вот свежепривезенный в Россию, там засматривали до дыр, там, если в журнальчике подвернулась работа Хернандеса, там, Эрнандеса, то там, о, там, да, блин, ты видел, он Джесуса там нового сделал, то сейчас все это настолько обесценилось, что самые вот потрясающие шедевры мы смотрим как, прикольно. И Слушай, вот ну ты это вот- шедевром, вот это вот движуха. лайки хотя бы ставишь? Лайки, конечно, в обязаловке. Уже Но, хорошо. опять же, лайки — это если я подписан на этого человека, я увидел с его ресурсов. А если я увидел его работу на каком-нибудь там сообществе Ну да. татуировочка, то кому я должен ставить лайк? Сообществу или ему? Непонятно. Ну, тут надо трудиться, заходить на аккаунт, что-то Вот, там да. искать. Уже Как бы, если, ну, сложно, согласен. Если есть маза ответная, ну, не ответная, а если есть возможность выразить свое уважение человеку в сети, то я стараюсь это сделать. Круто, это хорошая, это похвальная такая. А наши все вот проблемы России, вот медийной России, в том, что все такие, знаешь, на хмуром. То есть вот Инстаграм буржуйский чем от российского отличается? О, там, it's beautiful, там, о, там, very great, там, трык. Наши, сука, все на хмуром такие зашли, посмотрели, ну, неплохо, Да. ну, ладно, лайк поставлю. И российский пользователь ставит гораздо меньше лайков и делает гораздо меньше комментариев, чем буржуйский аналогичный Почему ты пользователь. думаешь так? Да, Ментальность какая-то? ментальность, да, и все привыкли из себя, знаешь, там, крутых строить, особенно на публику, вот это вот, я весь такой серьезный. Как один мой товарищ, Дима Кузьмичев, ты с ним, может быть, знаком, Знаком. вот он мне рассказывал притчу о том, что у каждого русского между булок зажата жемчужина. И он, сука, ходит такой нахмуром, боясь расслабить булки, а то выпадет, понимаешь, чтобы не потерять свою жемчужину. Видимо, поэтому Дима Кузьмичев сейчас в Америке. Вот татуирует, типа того, да. Чтобы можно расслабить И, в булки. принципе, он мне, когда эту историю рассказал, я прям, знаешь, хохотнул и с тех пор использую в обиходе. Смешно, согласен. Давай сейчас немножко про глубже копнем. Есть такой бренд «Краска». Началось. Мне очень Вот интересно. этот, что ли? Ну да, вот. Или мне вот очень- этот? Мне очень интересно, я смотрю, да, ты являешься непосредственным носителем, да, пропагандистской, Типа того. хотел сказать, макулатуры. Нет. Что такое? Ты вот какое отношение к краске имеешь? Непосредственно. Я организатор проекта, я разработчик всей краски. И, как бы, естественно, стараюсь ответственность какую-то за это нести. Мгм. А ты, ну, ты же не дома в ведрах разливаешь там краску, Нет, да? Это конечно, какое-то производство. нет, Как это конечно. происходит? И просто, поскольку это первое, насколько я понимаю, пигмент первый в России, как ты пришел к этому вообще? Да шел я к этому давно. Тема такая, то, что, я не знаю, я считаю себя непоседой таким по жизни, что вот что-то новое поизучать, там, что-то поковыряться со старым. И получается, вот с тех времен, когда я первую струну еще заточил, и там первый ротринг купил, я уже там вываривал краски, чтобы повысить их концентрацию, там, еще что-то, там, смешивал одни краски с другими, там, пытаясь как-то улучшить свойства. И, естественно, знания копились до тех пор, пока вот в определенный момент я остановился, посмотрел вокруг, такой, блин, единственное, что в России не продается российского для татуировки, это краска, а я могу ее сделать. Ну и как бы нашел единомышленников, нашел партнеров прежде всего по проекту, которые вместе со мной волокут всю эту лямку, и понеслась жара. Ну и как? Хорошо. Идет все? Да. Хорошо. Желаем успехов. Спасибо. Тогда такой вопрос. Чего сейчас, вот какой сейчас, 2018, да, весна 2018, что на весну 2018 не хватает краски, чтобы ее использовал Ник Фуртадо?
Ты знаешь, мне кажется, вот технически все есть, а по палитре, я не знаю, может, ему что-то не хватит. Может, Но замешать это для него, в принципе, не проблема. Ника, если ты нас смотришь, я найду тебе телефон Саныча. С трудом, Ой, да но ладно, найду. мне кажется, Ника задолбали, понимаешь, он каждые полгода представляет какую-нибудь там новую краску. Он то Ну это да. лицо Этернала, то лицо Волфемуса, там, то еще что-то, а по факту работает чем-нибудь третьим. Или сам замеш. Вываривает, как, например. Не, я думаю, ему нужды в этом нету, как и Ам, большинству, в принципе. Ну, ему, думаю, да. Вернемся к технарству. Ты все-таки, ну, на мой взгляд, да, человек очень технически подкованный и, может быть, наиболее подкованный на российской тату, вот, назовем это, арене, да, или сцене, который разбирается в соленоидах и прочих сложных словах. Давай так. Ты вот много обзоров я смотрел, много читал комментариев. Положа руку на сердце, какая твоя вот сейчас лучшая, любимая машинка, вот которую ты используешь и не нарадуешься? Вне рекламы, без Ты всего. про российские Не, или не, про вообще просто вообще? не важно, ты же все перепробовал. Слушай, ну вот на самом деле мы с тобой об этом перед интервью говорили, и ты уже Я- знаешь, что я отвечу. Когда меня задолбали всякие тесты, там, геморрой с новыми машинками, разбирательства в настройках, и мне хочется просто спокойно поработать, вот, чтобы вот вообще без головников, я беру с полочки свой любимый Dragonfly. Сейчас к нему из таких безгеморройных машинок присоединилась Injecto Flight Nano. Вот, две, пожалуй, на данный момент две моих любимых тачки. Есть еще любимчики, там тот же самый Killer Bee. Прям вот я в восторге от Killer Bee, но у нее совершенно как бы мудацкий держатель, который один в комплекте, дополнительный заказать что-то там 300 фунтов стоит, ну то есть ебанулись что ли, зачем он мне нужен? Я ее так как экзотику держу, тоже иногда достану, поработаю. Если бы у нее общепринятые какие-то держаки были бы, то вот это была бы третья тачка. Сколько у тебя в гараже сейчас машин? Не знаю. Ну, сколько у тебя, хорошо, десятками, сколько десятков машин у тебя? А тут тема такая, то, что я вот могу вывалить сейчас из ящика просто вот гору таких машинок, а из них моих там, я не знаю, там 5-7 будет. То есть мне все это на обзоры накидывают. Плюс еще я же наглец тот еще, машинки, которые присылают мне для обзоров, если я напрямую с производителем контачу, я просто нагло отжимаю себе в коллекцию и все, то есть... Мне их не просто на обзоры присылают, мне их, так сказать, жертвуют на обзоры. Есть инфа такая, что откуда-то из прошлого она абсолютно, что в свое время, когда Влад Блат только начинал все свои технарские вот эти промыслы в мастерской на Китай-городе, ты его по каким-то вопросам консультировал. Либо вы друг с другом как-то взаимодействовали. Насколько миф это правда, и что это вообще такое? Не, ну там, я не знаю, насколько это относится к там, заре Владблада или еще что-то. Просто мы с Владбладом начали вместе работать, стали параллельно с владельцами студии, так сказать. Я на тот момент буквально на коленке пилил машинки там для себя и своего окружения. Ну, особо коммерческих интересов никаких не преследовал. Выпиливал просто от и до из швеллера, там, лобзиками, ну, то есть вот прям полностью абсолютный кастом, включая то, что я сердечники сам выпиливал, ну, то есть вот абсолютно полностью вся машинка руками была сделана. А Влад на тот момент уже контачил с Калугой в ВТЕ. И они там уже делали машинки какие-то, все такое. Ну и, насколько я понимаю, совместное вот это творчество с Владом, оно дало как бы развитие и мне, и ему. То есть, правда, в этом Это есть. коллаб какой-то был. Да, да, так. Да, как после работы оставались и пилили рамы, я не знаю, там гравировали их, там обсуждали вообще какие-то там косяки всплывшие там или удачные стороны. Просто как бы интересно проводили время. Просто вместе трудились там. Да, Типа что того, делать. да. Окей, тогда последний, я думаю, тебе вопрос такой, может быть, отчасти риторический, но ты вот от тату-билдерства скорее, да, потому что ты в этом больше разбираешься, в российском, да, или около российском, СНГшном, как правильно сказать. Ты вот от него что ждешь в ближайшее время? Что-то будет прорыв, может быть, Да какой-то? ничего я от него не жду на самом деле. У нас российское билдерство, к сожалению, я вот должен констатировать факт. Есть, да, есть несколько парней, которые стремятся к чему-то новому, либо хотя бы там не к замшелости. Но основное российское билдерство — это сделать директ-драйв, блядь.
и продать его своему корешу задорого. Ну, то есть, вот, капец, взять двигатель, на него одеть эксцентрик. Я сделал тату-машинку. Ну, пиздец, все билдеры. Понимаешь, есть стремящиеся парни, но их мало. Либо есть там какие-нибудь подающие надежды, которые быстро скисают. То есть, вот пару раз на российском рынке я встречал машинки, такой, блин, вот она прям круто сделана с точки зрения технической, с точки зрения дизайна, что особенно ценно в нашей глубинке. Потому что наши, окей, он может технически грамотную машинку сделать, но она будет выглядеть как кусок говна просто. Понимаешь, у нас промышленным дизайном вообще никто не заморачивается из билдеров. Ну, по крайней мере, с моей колокольни. Да и я думаю, многие татуировщики поймут, о чем я. А касаемо вообще татуировочной среды, да, если вне билдерства, вот чего не хватает сейчас российской татуировке? Взаимоуважение, пожалуй, и порядочности. Ну, благо, что она у нас с тобой есть. И поэтому я хочу закончить фразой, цитируя великого человека, я кайфанул. Здорово. Я правда кайфанул.